тяжело достаточно сказалась потеря брата. И я хочу признать его брак фиктивным. А ребенок в браке родился? Брака еще не было. Это несправедливо, что все выплаты достались ей. Просто взяли и как-то нажились на смерти моего брата. И кто будет наследником в таком случае? Если остаюсь единственным кровным родственником, то я. Он был моей самой большой и единственной любовью. Тут же пошли, легли в кровать с другим мужиком. Моментально от него забеременели. Есть ощущение, что вы очень любите деньги. Причем тут деньги? Когда Юра погиб, мы его не опознали. Я его опознал по линии роста волос, по зубам, по ногтям. Я еще опознал по его пупку, Кирилл. по пупку я его пупку тоже ты его опознал, потому что опознал. это мой брат. Он знал, что ребенок не его. И он сказал, да пофиг. Да. Да, вот так он сказал. Вы нагло присвоили себе деньги, которые вам не принадлежат. Раз, так еще и 2 пенсии оформили. 2. А как биологический отец вашей дочери отнесся к известию, что отец именно он? Ну, есть и есть ребенок, нет и нет ребенка. Он приехал к нам в студию. Добрый день. Ну, к тому, что тест ДНК может разрушить семью, мы уже привыкли в этой студии. А вот то, что один тест ДНК еще может и память о человеке разрушить, такое впервые. Ну да, хотя не впервые уже в этой студии. У нас продолжаются сражения за выплаты. Самое страшное сражение, которое можно себе представить. Сегодня в нашей студии Кирилл Григорьев из Прокопьевска. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось у вас, Кирилл? Рассказывайте. Мой младший брат погиб в зоне боевых действий, и я хочу признать его брак фиктивным. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. Это родной же брат, да? Да. И что вы хотите? Оспорить его брак, потому что считаю его фиктивным. А почему вы считаете, что он был фиктивный? Ну, потому что, как минимум, брак был заключен ради того, чтобы его несовершеннолетняя жена могла приобрести дом на материнский капитал. А вы откуда это знаете? Ну, потому что он, как минимум, сам об этом рассказывал. То есть он рассказывал обо всей ситуации в его жизни, и что происходило. То есть мы с ним достаточно близки были. Вы сказали, что жена несовершеннолетняя. А сколько ей лет? Сейчас ей 18 лет. На момент заключения брака ей было около 16 лет, если я ничего не путаю. А ему? Ему было 19. Мы уже знали о том, что у нее такой, как бы, скажем, легкодоступный такой образ жизни. Ага. Да, это не первый мужчина у нее еще был, помимо ко всему этому. То есть А зачем же он тогда с ней в брак вступил? Ну, просто здесь имело место быть именно всяческие уговоры, то есть, что люблю, там, что ребенок у нее родился, в общем, она Так, родила ребенка. Так у них еще ребенок есть? Да, ну, как получилось, что у них появился Ребенок записан на вашего брака? Да, ребенок на установлен. брата на вашего? Да, установлен на моего брата, то есть, но он... А по ребенок тесту в браке ДНК родился? Еще нет, брака еще не было. То есть ребенок родился до брака? Да, ребенок родился до брака, брак был заключен если не ошибаюсь, примерно в месяце мая. Подождите, когда ребенок родился в январе. рождается вне брака, отец должен установить отцовство. Отцовство Ваш было. брат это сделал? Отцовство было установлено после заключения брака. А ребенок-то хоть от него? Нет, ребенок не от него, был сделан тест ДНК. А когда был сделан тест ДНК? Тест ДНК был сделан в 25-м году, в марте месяце, то есть в то время, когда мой брат ушел на зону СВО, то есть и в то этот есть момент... при его жизни еще? Да, при его жизни он еще когда не знал о том, простите, что это ребенок погиб не его. он когда, простите? Погиб он 3 июля 25 года. То есть он знал, что это не его ребенок? Он узнал это немного раньше своей гибели, он узнал об этом в мае. Подождите, а изначально, когда он ребенка-то записывал на себя, он был уверен, что это его ребенок? Его убеждали в этом, что именно это его ребенок, то есть ему говорили, это твой ребенок, то это ему говорили, что это не его ребенок, то есть его просто как качали условно на качелях. То есть ему как говорили, кто-то твой, выяснилось, кто что не это твой. не его ребенок? Ну, сделала сама жена тест ДНК. Он убежден, что это его ребенок. Он записал ребенка на себя. Они сочетались браком. Так зачем после этого идти и говорить, не-не-не, подожди, может быть, это не твой? Именно сам мотив ее я тоже не понимаю. Ладно, а... Так, и в итоге, когда ваш брат, находясь в зоне проведения специальной военной операции, узнал о том, что это не его ребенок после теста ДНК, он как-то с вами связался, может быть, как-то с вами поделился, хотел с ней развестись или что? Да, он поделился со мной своими переживаниями, я поддержал его как брата. То есть и Так. в такой ситуации он попросил меня, он оформил мне доверенность при своей жизни, чтобы я смог его развести, оспорить отцовство и исключить запись из ЗАГСа. Но не успели. Да, попросту не успели.
Вот и все. А она знала о том, что он хочет с ней развестись? Да, она активно сама способствовала тому, что мы ходили вместе даже по юристам, по нотариусам, то есть по всем органам ходили мы, чтобы расторгнуть брак и чтобы... То есть она в курсе была? Да, она И даже была сама полностью согласна? принимала сама активную позицию, чтобы развестись, и она сама этого тоже хотела. Это значит, что она хочет жить с отцом ребенка, что ли? Да. Слушайте, а у вас-то с братом вообще как отношения по жизни складывались? Ну, мы вообще росли с ним в разных условиях, потому что у нас разделилась с ним судьба. У нас получилось так, что наша мать, она, условно, выпивала, и нас бросила. То есть вашу маму лишили родительских прав на вас и на вашего брата? В отношении меня мать не лишена родительских прав, но именно в отношении брата она лишена была. То есть меня забрал мой родной отец, а потом уже после чего, когда мы пытались забрать с моим родным отцом его тоже... А у вас что... разные отцы? Да, у нас разные отцы. Моя мать жила с другим мужчиной, и они не отдавали. То есть, больше там именно отца, его родного биологического была именно инициатива, чтобы не отдавать ребенка именно нам, потому что, семью разрушать. И после этого всего я узнаю то, что он в детском доме, то есть, и поэтому у нас получилось так, что мы с ним разделились. Но в целом я не опускал попытки именно в силу своего возраста. То есть вы его росли с искать. отцом, Да. мать не была лишена прав на вас, Нет. а он рос в детском доме, и мать в отношении его лишили родительских прав. Да. То есть, по сути, после его смерти получается, что единственные наследники это его супруга И дочь. и дочь, Да, которая не его дочь, Да, но всё по верно. документам дочь. Подождите, скажите мне вот что. То есть все выплаты положены только им двоим. Да. Он рос в детском доме, верно? Да. А вы сказали, что вы с ним близки. А когда вы успели сблизиться? Я его нашел, когда ему было практически 18 лет, ему исполнялось уже, то есть под самый выпуск из детского дома. Я его нашел. Но вы какое-то время, вот после того, как нашли его, вместе жили? Да, конечно. То есть после того, как он появился в нашем поле зрения, бабушка четко сказала, то есть он будет жить со мной. Бабушка это Бабушка моя. мамина мама. Нет, папина мама. Да. Она сказала, что он будет Который жить со он, мной. по сути дела, никто. Если по кровным По связям, крови, то да, то никто. Будет Да. жить... Да. А я так понимаю, что это вот та самая бабушка, с которой вы до сих пор живете. Да, я даже живу. Давайте мы просто мы у вас в гостях побывали, посмотрим, как вы живете, потом поговорим дальше. Это дом моей бабушки. Я живу здесь уже больше месяца. Помогаю своей бабушке с больной прабабушкой, тоже потому что ей нужен постоянный уход. Тут прабабушка живет у нас. Не холодно, мама? Холодно. Ну, сейчас я тебя прикрою вот, шалью твоей. А это вот моя бабушка. Она мне помогала все время и растила меня всю жизнь. И вот теперь моя очередь пришла помогать ей. Тяжело достаточно сказалась потеря брата. Я не спать не могу, не есть. Мне тяжело очень, переживаем все это. Вот его вещи. Чебурашка. Ему дети подарили, когда он был в зоне боевых действий. Здесь вот жетон его. Вот рюкзак его здесь пришел мне с части, со мной связались, отправили. В общем, все вещи, которые были, все хранятся у меня. Берегу их очень сильно. Когда Юра вышел из детского дома, он жил со мной 2 года. Когда он встретился с Ариной, девочкой, я ему сказала: Юра, ей нужно учиться, ей нужно дальше свою жизнь строить. Потом уже думать о каких-то таких встречах, чтобы жить с ним вместе. Ну вот у него, видно, вспыхнули какие-то чувства. То есть вы считаете, что это несправедливо, что все выплаты достались ей? Здесь дело даже больше не в выплатах, а именно в том, что действительно просто они вот так вот, таким образом просто взяли и как-то нажились на смерти моего брата. А мне вот интересно, вы говорите, что она была в курсе, что она с вами ездила везде и хотела с ним развестись. Но тем не менее, когда все это случилось, выплаты забрала. Ну да, разумеется. Хотя знала о том, что он хочет с ней развестись. Да. Без И зазрения по совести. сути вы были в процессе развода. Да. Я Но вот это да, не мы подали. помешало ей деньги забрать. Мы Когда- подали в суд, да, действительно, так и получилось, что выплаты Подождите, получает вот она. я что пытаюсь понять. Ну, вот предположим, только предположим, что вы своего добьетесь, там, признают задним числом развод недействительным, что маловероятно, вернее, невероятно. И кто будет наследником в таком случае? Я не знаю. Для меня важнее прежде всего честь моего брата. Он не за это свою жизнь положил, защищая родину. А что вам говорят юристы вообще? Все в одно, просто как в один голос и говорят, что вся правда вот на ее стороне, потому что установлено отцовство, заключен брак, ты никто здесь, просто вот и все.
Но слушайте, мы же тоже не можем, закон на ее стороне, мы же не можем принять сторону, которая противозаконна. Да, я понимаю. А тогда чего вы хотите? Ну, чтобы хотя бы возможность какая-то, я не знаю, просто если действительно по закону есть все-таки какая-то возможность это все оспорить. То есть именно это была последняя надежда именно Еще написать раз вам. говорю, для того, чтобы оспорить, нужно понимать, кто получит эти деньги в том случае, если они ей вдруг не достанутся. Кто? Ну, здесь, получается, по сути, если остаюсь единственным кровным родственником, то я. Но я вас сразу предупредил, и вот эксперты кивнули в ответ, что шансов добиться по закону того, чего вы хотите, у вас мало. Потому что брак не расторгнут. Не, ну, может быть, можно доказать, что они были в процессе. В процессе Ребенок были записан документы, на были него. составлены. Хорошо. Опять, мы же не разберемся без второй стороны, верно? Поэтому мы с Ариной, так зовут жену, вдову вашего брата, да. Мы встретились. Давайте посмотрим на экран, потом поговорим. После смерти Юры у меня ничего не осталось. Я сделала ему уголок сама, фуражка, в которой я ехала вместе с ним. Фотография, которую я распечатала после его смерти, наша совместная. И жетон, который мы сделали тоже самостоятельно. Мне очень тяжело осознавать то, что я стала вдовой в 18 лет. И что больше никогда я не смогу ни обнять, ни поцеловать Юру. Он был моей самой большой и единственной любовью. Не могу, мне так тяжело. Дочка болеет, диагноз подтвердился. Ты обещал, что ты делаешь все, чтобы ребенок встал на ноги. Ты помогаешь. Чтобы не таким путем. Писал мне последние дни, ты мне писал, что ты меня любишь, что ты хотел бы снова быть со мной. Мне очень понравились слова, что у меня от него ничего не осталось. Конечно. Потому Ничего. что здесь именно потому, что он и Ничего. хотел, когда что он Подождите, указывал меня нет, как ничего, контактное ничего, лицо. кроме солидного счета в банке. Ничего. Миллионов 15 осталось. Да. Вы знаете сумму, которую она получила? Нет, я не знаю. Она просто мне говорит, что она Давайте ничего не получала. спросим у Арины тогда, сколько денег она получила и как она считает, имеет ли она на них право, хоть какое-нибудь моральное, я имею в виду. Где ты был, Кирилл, все 3 года, сколько мы жили с Юрой? Где ты был? Когда он просил помощи у тебя, где ты был? За все 3 года, сколько я жила с твоим братом, ты с ним не общался. А скажите, пожалуйста, какую сумму выплат вы получили с дочкой? Около 11 миллионов. Это окончательная сумма или еще будут выплаты? Я не знаю, я не узнавала. Я не знаю, сколько мне должны выплатить вообще. А должны? А пенсию по потере кормильца вы оформили? Да, На себя и на дочку? да. Вы живете с Юрой 3 года, рожаете дочку от другого человека. Говорите ему, что это его ребенок. Это как? Мы с ним разошлись, я встретилась с парнем, да, с которым я была знакома до этого А сколько момента. времени прошло с того момента, как вы с ним разошлись? Почти сразу. Ну, то есть вы вечером разошлись, а утром кого-то встретили, да? Нет. А как? Прошло там несколько дней. Я забеременела, я пришла к Юре, я показала этот тест. Он сказал, все, мы будем рожать. Ему все говорили с самого начала. И то, что ребенок его, А как он это знал... вы нам видео на могиле плачете и говорите, что он самая большая любовь? А как же вы так взяли и от какой-то другой, видимо, не самой большой, но тоже чуть-чуть любви залетели? Мы поругались настолько сильно, что я думала, что мы больше не сойдемся. Ну и Слушайте, что? когда люди понимают, что они не сойдутся с самой большой любовью в жизни, они не прыгают в койку к первому встречному. Может, вы лукавите про самую большую любовь в своей жизни? Нет. Есть ощущение, что вы очень любите деньги. При чем тут деньги? Когда Юра погиб, мы с мачехой ездили вдвоем доказывать, что это не он. Что это не он погиб? Что это не он погиб, да. Мгм. То есть вы ездили на опознание? Мы ездили на опознание, да, мы его не опознали. Опознал его только брат,
который видел его несколько раз в жизни. Разумеется, своей. я его познал, извините. Я его познал по линии роста волос, по зубам, по ногтям. Я еще познал по пупку, Кирилл. по пупку По я его пупку тоже ты его опознал, потому что опознал. это мой брат, и я знаю, какой он Я есть. не знаю, Я какой по шраму на пупок у груди моего его опознал. Вы на ребенка. кладбище стояли, орали, что это не он. Они все стояли как на костях, как будто бы танцевали просто и начали Когда там. мы пришли- Это не он, это не он, это не он. Подождите, если были такие проблемы с опознанием, тест ДНК был сделан? Да, мы делали эксгумацию. Проводили эксгумацию. Мы Эксгумация с подтвердила то, что мачехой это ездили он. в военную прокуратуру, чтобы нам разрешили Вы меня сделать не взяли эксгумацию. туда, потому Вы что вы убедились? хотели, Потому что ты настаивали спрашивал, на зачем? эксгумации. Потому что вы настояли на Вы эксгумации. убедились А мне не в том- нужно было это, я его Стоп. сам видел изначально. Стоп! В результате процедуры опознания вы убедились в том, что это он? Мы убедились. Я вот что все-таки хочу понять. Смотрите, вы, значит, решили, что вы расстались навсегда. Тут же пошли, легли в кровать с другим мужиком. Моментально от него забеременели. Но сказали Юрию, что отец он. Он обрадовался и сказал, Будем рожать. давай делать семью, будем рожать. Потому что он в Правильно? детском доме А воспитывался, он семью когда хотел. у вас нет, когда вот в вашу светлую голову пришла мысль, что это может быть другой? Когда у меня ребенок начал подрастать, и я увидела, что они не похожи, я сверила фотографии ее и биологического отца. А зачем вы сделали тест ДНК? Ну, у меня были сомнения в том, что это его ребенок. А для Я чего вы сама делали была не тест уверена. ДНК? Какая цель была у этого теста? Не было цели. Ну, вы хотели сделать Я тест. хотела Да, она убедиться сама в не том... понимала, от кого у нее ребенок. Она сама Вот не вы что понимала, только хотели? одному, кто к другому Сообщить, бегала. вот давайте так, когда он ушел на СВО, вы еще были в отношениях или нет? Нет. Вы уже разошлись? Мы поругались, да, он уже жил с девочкой. Если вы не жили с ним на момент, когда он ушел, если у него уже были другие отношения, если вы были это в процессе не его ребенок, на развода, почему вы забрали деньги-то? Ты получаешь пенсию, не будучи женой. Дочь получает пенсию, не будучи его дочерью. Ну это как вообще? Да скажи? послушайте, если бы мне нужны были бы деньги, я бы не ходила и не доказывала, что это не он. А Тогда если бы не нужны нет, были бы, ты бы не подожди ходила и не секунду. Если бы получала тебе бы не эти нужны были бы, ты бы выплаты, не ты бы пришел сюда, получала бы. понятно, сюда. Да что ты говоришь? Смотрите, Мгм. про него Я мы объясню сейчас не говорим, мы говорим про вас. Если вам не нужны деньги, зачем вы оформили пенсию? Эта пенсия не начисляется автоматом, это надо собрать документы и оформить. Какого черта ты такая честная, тогда ее оформила? Юра признал ребенка еще будучи здесь. Он знал, что это ребенок не его. Тест ДНК был сделан в феврале Нет, месяце, милая когда моя, он был в здесь. марте он узнал, в марте 25-го Не в марте, года он он узнал, ему узнал, написала лежали твоя мы еще в мать. декабре Ему в написала твоя мать и сообщила о том, что это ребенок не твой. Он знал, что ребенок не его. Юра знал. Так и он- осознанно пошел. Когда родилась у нас Виолетта, осознанно пошел и записал ее на себя. Давайте не будем брать Ему сами все себе. говорили, Давайте не Зато будем мне брать сами себе. понятно, в говорили. кого Знаешь, дочь. Я Ты с знаю, ним потому не что он мне общался, рассказал, он мне придумали, рассказывал. только Я тогда, общался когда он с ним. пошел Так, на Я хватит общался лаяться, с ним, моя тихо, хорошая. все. Мы Мне вместе с просто бабушкой интересно, в YouTube там всё мамашенька, видели, а вы там уже всё видели, придумали, вы куда все видели, 11 пойму. лямов Да, потратить? да, у Нет, мы не бабушки придумывали. живёшь, да. Тихо, я сказал! Если бы мы так сильно хотели эти деньги, не было бы никакой эксгумации, чтобы мы не доказывали, что он жив и здоров. Слушайте, абсолютно все равно, что было в промежутке. Есть факт. Вы забрали, нагло присвоили себе деньги, которые вам не принадлежат. Раз, так еще и 2 пенсии оформили. 2. Так, Арин, скажите, пожалуйста, ребенок у вас когда родился? 3 января 24 года. 3 января 24 года. А когда вы сделали тест ДНК? В феврале месяце. 25. 25-го, да. 13.03, там март стоит, по-моему, Март. нет? То есть вы сделали тест ДНК год с лишним спустя рождения ребенка. Значит, все это время Юра был убежден, что это его ребенок, верно? Нет, изначально я ему сказала, потом уже, когда ребенок начал подрастать, я ему сказала. И у меня Что есть ты все ему голосовые, сказала? что это не его ребенок. Что это не его. У нас есть все переписки, когда Скажите я сказала, мне, пожалуйста, если это не твой ребенок, отказывайся. когда он пошел в ЗАГС и оформил ребенка на себя? Когда? Дата какая? Вот сразу, когда мы делали свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении. Да. А потом вы ему сказали, вообще это не твой ребенок. Да. И он сказал, да пофиг. Да. Да, вот так он сказал. Ну да, у нас есть А теперь переписки. давайте послушаем, что Юрий Кириллу говорил, на секунду. Все, слава богу, все, теперь у меня доверенность на руках. И она есть теперь у брата. Так как я ему уже скинул на электронную почту ее, я буду разведен, в принципе, разводиться буду. Мне теща писала. Я его спросил, говорю, что это, Арина насчет ребенка.
Отписываю ребенка, нет, она такая. Я с Ариной, говорит, поговорила, она сказала, что ребенка отписывать не надо, пусть типа на тебе будет. Типа у них там с Сашей ничего не складывается. Я говорю, ну меня это не касается, как они там живут. Что вранье, Это дорогая всё моя? вранье. Такого не было. Мы, Это он наоборот, ему говорит. писали, Знаешь, чтобы он что- вот отказался от знаешь, ребенка. давай У меня так, записи, слушай. вот. Стоп, А у нас тоже Кирилл, есть еще переписка. слово вышвырну. Реально вышвырну. Смотрите, дорогая моя, мне 61 год. Я вот таких, как вы, знаете, сколько в жизни перевидал? Любое слово, которое вы сейчас скажете в этой студии, будет топить вас все глубже и глубже, хотя мы знаем, что такие, как вы, не тонут. Ладно, хорошо. Если бы он не погиб, как бы дальше развивались интересные события? Но мы начали общаться. У меня были все переписки. Общаться как? Он писал мне о том, что любит меня, только эти переписки удалились после его А смерти. позвольте мне пояснить. Каким образом они случайно удалились? Бывают такие переписки у нас. Скажите вот что, мне лучше, чтобы мы на вас уж сильно не наседали, что у ребенка со здоровьем? У ребенка диагноз ДЦП. Когда поставили диагноз? В год и месяц. Давайте посмотрим, как вы с дочкой живете, потом вернемся к разговору. Конечно, мне сложно с ней. Сложнее, чем с обычным ребенком. В ее возрасте она бы уже бегала, а мне приходится учить ее ходить, снимая прыгунки с крючка и вот так топать. Я это делаю для того, чтобы она научилась перебирать ногами, держала равновесие, чувствовала опору. Вот так мы учимся ползать. Перебирай ручками. Заниматься нужно каждый день, чтобы был какой-то результат. Мы проходим массажи. 10 дней массаж. 2 недели у нас идет самореабилитация. Потихонечку идем. Конечно, с ребенком очень сложно, тем более с больным. Были моменты, когда опускались руки. Но я знаю, что мы справимся и что у меня самый лучший ребенок. Вы сказали, что Кирилл в жизни вашего мужа те 3 года, что вы жили, практически не появлялся, так? Верно. Это так? Нет. Ну как может быть это быть так, если он со мной обо всем говорил? Он мне доверенность оформил. Не на нее, чтобы она пошла и развелась с ним. Не на нее он доверенность Ну, оформил. потому что ты хороший Не психолог, тебе Кирилл. вещи пришли, не тебе вещи пришли. Потому что он, когда туда ушел, он даже твою контактную информацию не указывал. Начнем с этого давай. Он указал куратора свою, как мать, указал, а мои, как брата, указал данные. Все. Да, Кстати, это говоря о ничего не матери, указывал. вы на свою мать обижены, нет? Мы с братом уже давным-давно это обсудили, просто простили ее уже. Ну, люди все А он ошибаются. общался с мамой? Да, общался. Я почему спросил? Активно Потому общался. что И со мной, с мамой. Наталья Григорьевна, вашу маму зовут, да? Она к нам приехала сегодня. Давайте спросим. А ты слышал, что 2 разные версии? Брат говорит, что он общался с мамой, она говорит, что нет. Вот сейчас у мамы и спросим. Мы у бабушки даже видели. Здравствуйте. Арина, а тебе не стыдно вообще? А по вам не идее? стыдно? Мне? Мне очень стыдно. Где вы были, когда я А ходила тебя беременная? спрашивали, ты тоже рот закрой. Ты даже Где вы были, слезинки когда не я ходила проронила беременная? на Он звонил, похоронах. мама, Ты пожалуйста, серьезно? приедь, Что? посмотришь, ты смеялась? познакомишься с Ариной. Правда? Да, где вы были? Где я Когда была? он позвонил, сказал, Когда мам, ты есть нафиг 100 деньги рублей. выпрашивал постоянно? Я деньги выпрашивала. Да, ты Когда нам постоянно. жрать было нечего, он звонит вам и говорит, мам, дай, пожалуйста, 100 Они рублей, отвалили а вы карточку. пьяная. Вы Да говорите, ты «Нет». чё? Да, Да ты вы всегда серьезно? была бухая. Ты Ты всегда рот-то была закрой свой, бухая. поняла? Я сейчас подойду, тебе так Он закрою. даже Я когда- тебе- По пачке. Микрофон положили, еще один звук, и я вышвырну из студии, обещаю. Теперь давайте так. Как вышло-то, что вас лишили прав на детей? На одного. На 2. Да с чего это ради на 2? Все Рот документы закрыла? есть. Рот Вот закрыла? покажите, пожалуйста, на мониторе, пускай она увидит. На 2. У нас получилось как? Мы с первым мужем разошлись, Кирилл потом жил с ним. Вот. А со вторым мужем тоже, ну как, он гражданский муж был, мы с ним тоже разошлись. Ребенок не был на него записан? Нет, Не был. он изначально не был на него Так, вы записан. начали бухать. Ну, было дело, да, выпивал. Да, и у вас ребенка забрали. Да. Вы пытались восстановиться в родительских правах? Ну, в тот момент... Ну нет, Нет, скажите понятно. уже честно и пойдем дальше. Это в тот Вы, момент- в тот момент знали, не могла. вы знали, в каком детдоме находится ваш сын? Да, я приходила. навещали? Я не заходила туда, я не могла. Почему? Ну, понятно. Мне было стыдно перед ребенком. Понятно. Он на вас обиду держал, нет?
Ну, мы с ним сколько разговаривали, он говорил, что нет. Когда он уходил на СВО, он вам сообщил об этом? Я узнала уже позже, когда он уже был там. Понятно. Вот смотрите, какая история получается. Значит, в детский дом вы не ходили, ребенка не навещали, вам стыдно было. Но на кладбище ходите, верно ведь? Да. Ну вот мы с вами сходили, давайте посмотрим. Мама слышит, мама идет, мама непременно найдет. Так не должно быть на свете, чтобы не потеряли дети. Я не могу. За те года, которые мы с тобой не виделись. Прости меня, пожалуйста. Я сама себя простить не могу. Да и не хочу. Спасибо большое тебе за то, что ты у меня был. Наташа, а вы сегодня к нам зачем приехали? Ну, во-первых, поддержать сына, а во-вторых, чтобы кое-кто немного не врал. А не вы ли Понятно. врете То есть сейчас? вы Да. Но понятно, вы что- считаете, что она незаслуженно получила выплаты и Да. оформила пенсию? Вы Ну, считаете, что их надо лишить этого, да? Ну, я считаю, да. Хорошо. А где- кому деньги должны Да. достаться? Допускать даже той же самой бабушке. Бабушке, которая Болеет. воспитывала Да. Да. Юру. Он же после детского дома к бабушке поехал, Да. да? Хорошо. У нас в студии сестра Кирилла, Карина. Здравствуйте. Карин, здрасте. Вы кого в этой истории поддерживаете? Я полностью на стороне брата нахожусь. А вы с Ариной знакомы? Да, Ну, нам расскажите свое мнение про Арину. ничего хорошего. У нас достаточно много общих знакомых, друзей, с которыми она встречалась, и ничего хорошего мне про нее никогда не рассказывали. И, в принципе, А насколько что вот я... это за история с тестом ДНК? Зачем он ей вдруг понадобился? Я не знаю. Арин, зачем он тебе нужен был? Убедиться для себя. Или с этим тестом пойти к мужику, к отцу Конечно, ребенка и проверенная сказать: практика. Да, твой, Да. давай жить вместе. да. У А меня зачем? есть 11 лямов и 2 пенсии по потере кормильца. А зачем еще, интересно, делают тест ДНК, как не доказать мужчине, что он отец? Ну, это понятно. Ну, ребят, ну что тут даже говорить не о чем. Мне вот что интересно, что ваша мачеха Ольга, ну, вы ее тоже мамой называете, Да. да? Ну, то есть почти реально мама и хлопотала вместе с Да, вами там. действительно. А почему теперь-то она принимает такую странную сторону в этом конфликте? Она же не на вашей стороне. Она не на моей А стороне. давайте вот мы ее позовем, Ольгу. А что, и что вы хотели сказать сейчас, Саша? Подожди, что? Она на стороне Арины только исключительно из-за Виолетты. Ну, вот давайте Потому что мы... она хочет, чтобы Вот ребенок я- встал на ноги, Да, а Арина, в свою очередь, 2 месяца на массаж не водила ребенка. Вот давайте... Ну ты откуда это знаешь? От Вот Александра? давайте у Ольги спросим, да, Александра. почему она занимает позицию не ту, с которой Кирилл к нам пришел, а несколько другую. Вы что тут несете? Ты, мамаша! Как тебе не стыдно? Я тебя слезно просила. Поживи с Юрой, поживи. Поживи Ты ко с мне ним. подходила? Ты с ним. Я с тобой... Уйди, Кирилл. Я с тобой разговаривала. Ты что мне сказала? Ты мне в трубку сказала. Я не могу бросить своего Юру. А где наш-то Юра сейчас? Где? Ну где ты сейчас серьезно? стоишь, льешь слезы? Серьезно? Я тебе сейчас морду бы разбила бы. Ну извини, что я здесь, а нахожусь, а скажи спасибо. Ты на него лишена. Ты на него лишена. Да с чего я на него лишена? Да, документы все у нас, я их привезла. Ты Ольга, лишена. хватит орать, Чего сядьте. ты? А кто меня лишал? Ты лишила? Сядьте. Лишали тебя. Сядь, Тебя лишали. Меня лишали. Извините, пожалуйста. Меня не тебя лишали. Я тебе документы принесу. Юрку тебя лишили из-за чего? Юру Ольга. лишили, но никак не Ольга. Кирилла. Кирилла ты Ольга, лишён. ваши Нет. вопли до добра не доведут. Что они творят? Вы сюда извините? приехали орать? Или Да потому поговорим что это нормально? неправда, что она стоит тут, плачет. Ольга, скажите, пожалуйста, почему в этой ситуации вы Я заняли на стороне сторону ребенка. Арины, а не своего... Я на стороне Ребенка. ребенка, я не на Арине. Я не оправдываю Арину, я не оправдываю Кирилла. Мне жалко ребенка. И Юрка ее любил. Когда он уже, будучи на СВО был, я с Юрой разговаривала. Он говорит: мам, ты видел? Он мне скинул тест ДНК и говорит: мам, ты видел? Я говорю: я же тебе говорила, бери, разводись, отписывай ребенка. Он сказал: нет. Я с Ариной разойдусь, но Виолетту я не отдам. Но так получилось. Что значит так получилось? Это мошенничество. Но он же знал.
Он знал и хотел это исправить, судя по его последним голосовым В сообщениям. мае он узнал, в июне он оформил на меня Слушайте, доверие. чтобы это сделать. нет, давайте так. Ну что за... Мы какой-то... Просто, знаете, вы как эти Робин Гуды хреновы. За наш счет. Да. А вы уверены, что мама потратит эти деньги на ребенка? Так у меня... Вот это единственное, в чем я сомневаюсь. Вот тебе две сидят прекрасные женщины, которые, конечно смотрите, же, если 11 бы- миллионов потратят на Виолетту. Ольга, Мы если все бы вы поверили. вышли сюда и сказали, что я берусь за этого ребенка, я буду тащить ее до тех пор, пока Надо она будет, полностью я не буду встанет тащить. на ноги, я буду это делать за свой счет, я на стороне ребенка. Вы выходите сюда и говорите, так получилось? Вы лохи все Надо. здесь собрались. Вот вас девочка одна сделала вокруг пальца, и муж своего бывшего, да, и отца ребенка, извините, мы о нем еще не говорили. Вот теперь сидите и обтекаете. А не можно будет, нет, задать стоп, не вопрос? будет этого. Не будет. А как биологический отец вашей дочери отнесся к известию, что отец именно он? Спокойно. В смысле, Ну, он рад? спокойно? Он хочет жить с вами, Ну, он хочет спокойно, ну, воспитывать есть и ребенка. есть ребенок, нет и нет ребенка. Понятно. Он приехал к нам в студию. Знаете, такое ощущение, типа я сюда на цирк пришел какой-то. Я сюда пришел, чтобы доказать, что дочь моя. То есть вы знали о том, что это ваш ребенок с самого начала? Да, я знал. По словам Марины, покойный Юра был ее единственной, самой большой любовью в жизни. Как же так случилось, что в какой-то промежуток времени появились вы? Она была сначала со мной, потом с Юрой. То есть до Юры. До Юры она была со мной. Нет. До Юры она встречалась с другим мальчиком. Еще и с другим мальчиком Еще и она с другим встречалась. мальчиком. То есть вообще до первой встречи с Юрой были вы. Да. Тоже большая любовь, да? Да. Какая большая любовь. Мы с тобой встречались 1 месяц. Мы когда с ней разошлись, прошло 2 года. Потом она приехала, получается, к нашей общей знакомой. А вы знали, что она с Юрой стала встречаться? Да, я знал об этом. Вот. Ага. Потом она приехала, получается, вот прошло 2 года, как мы с ней не общались. Потом она приехала к нашей общей знакомой. Я жил, это, получается, моя соседка. И, получается, мы переспали с ней. Ага. Один раз? 1 раз, да. Вот, и все. Какой-то продуктивный один раз получился. Да, очень продуктивный. Ну, при этом, при всем, я ей говорил, я хочу от тебя ребенка, типа, я даже не отказывался от своих слов. Подождите, а зачем вы хотели от нее ребенка, если она жила с Юрой? У меня вспыхли старые чувства к ней. Вот. Скажите мне, пожалуйста, Юра до какого момента был убежден, что это его ребенок, а не ваш? До самого начала. С самого начала и почти вот С самого начала? до его гибели. То есть он был уверен, что это его ребенок? Да. Да. Ну, да. То есть она его вводила в заблуждение сознательно? Да. А вы хотели ребенка записать на себя? Да, я очень хотел. А вы ей об этом говорили? Нет. Да, я говорил. А не вы ври, вообще с не дочерью ври. знакомы или нет? Да, с дочкой знаком. А как вы познакомились Когда? и когда С общались? дочкой я жил с ней. Не так давно мы расстались. Да, вот в июле они еще жили. Когда, вот в момент, когда был брат на СВО, и в тот день, когда погиб, они спокойно гуляли с Ариной. Подождите, вы жили, прям жили? Ну, Прям спали жили, опять прям вместе, жили да? вместе. Какие планы она строила? Мы хотели жить. Жить У нас дальше. Дальше, да. То есть на тот момент она с ним не жила и строила жизнь И жила с с вами? вами? Да. А у нее сейчас есть кто-то, вы не знаете? Да, у нее есть парень. Вот. Она меня отшила, и через месяц она нашла себе нового мальчика. 17 лет. Я расскажу всю правду, Арин. Как Да бы покажи ни было. мне его, ты лично видел, ты нас заставал, что мы живем вместе. Да. Да. А тебе показать видео, где я с ним дрался? И что ты Ну он дрался? же парень. Дрался за твой язык, как ты разговариваешь? Я с тобой разговаривал, а не с ним. Нет. А я про Это это ты и тут говорила. такая деловая всегда. Ровно За про мной это. Найдет себе разговариваешь. Альфонса какого-то, и все вместе они эти 11 похоронных миллионов просто развеют на Приходил, ветер. Так и Юля, да. можно перебью? Приходил к ним домой, получается, стоял под окном, кричал, говорю, дай мне увидеть ребенка. Они даже полицию вызвали ради того, чтобы меня забрали оттуда.
Я хотел увидеть ребенка, я хотел провести с ней время. Смотрите, Нет, ты мы мне сейчас за день до этого написал, если я сейчас приеду, я тебе будку всю разобью. Все, давайте, Смотрите, пока я мы щас- будки не слова. разбил здесь. обсудим эту историю, а Расул нам ответит на вопрос, что мальчику делать, чтобы стать отцом официально. Это возможно? Мальчику стать отцом абсолютно возможно. Тут вопрос в другом, что как забрать эти выплаты. Тут только при вмешательстве Генеральной прокуратуры. Иначе никак. И мое мнение таково, что эти выплаты необходимо забрать и вернуть государству. Потому что я здесь не вижу ни у кого искренности, никакой правды. Вы здесь реально топчете память о герое. Ну как? За что? За деньги? Я прямо сейчас обращусь к генеральному прокурору Российской Федерации. Мы прекрасно видим, что происходит здесь. Мы показали вот, абсолютно всю картину. Да? То есть теперь ваши следственные органы могут пойти по нашим следам и сделать выводы. Мера отвращения ко всему происходящему, думаю, ясно читается у меня на лице, поэтому будет очень коротко, просто да или нет, я вас прошу. Арина, вы понимаете, что у вас ребенок с ДЦП? Да, Вы понимаете, что это диагноз пожизненный? да. Саша, вы понимаете, что вы берете на себя всю полноту ответственности воспитания ребенка, который абсолютно здоровым никогда не будет? Да, я это понимаю. Я желаю вам сил, я желаю вам справиться со всем происходящим. Мне очень жаль, что на все на это сейчас сверху смотрит погибший 19-летний мальчик. Знаете, меня прокатили на таких эмоциональных качелях сегодня. У меня давно такого не было. Я посмотрел будто бы какую-то трагикомедию, где трагедия заключается в гибели молодого парня, а комедия — это то, что вот здесь все происходит. И, как говорили ранее, я думаю, что деньги не должны ни в коем случае оставаться в этой семье, потому что они точно не пойдут на лечение этого ребенка, а пойдут на какие-то развлечения и дальше удовлетворение своих каких-то потребностей. Все. Я как психолог думаю, что справедливости в этой истории нет. Для каждого она своя. Единственное, что меня заботит в этой истории, это судьба ребенка. Я думаю, это основное, о чем следовало бы сейчас подумать. В вашем случае. Не про деньги, не про то, с кем бы вы хотели жить, с кем бы вы хотели рожать новых детей, но о том, как будет жить ваш ребенок и как он будет адаптирован, в том числе социально. Ну, чего ждать-то от нее? Она же ребенок абсолютный. Тут все вопросы исключительно к вам. Но, с другой стороны, тебе уже 18 лет, ты уже мать. Ну, совесть-то должна в какой-то момент проснуться. Но это не твои деньги. Но если ты свои 18 лет с этого начинаешь, я боюсь себе представить, что будет дальше. Понимаете, у нас, халява — это великое русское представление о действительности, верно? Но когда оно распространяется на эти обстоятельства, когда, еще раз говорю, в сражении за выплаты ни одной слезинки нет ни с одной стороны, то я понимаю, что вот эта битва может быть нами проиграна, а этого делать нельзя. Я хочу, чтобы мой бывший муж меня не доставал и понял, что ребенку всегда лучше с матерью. У меня муж хочет забрать дочь 5-летнюю. Постоянно настраивает всех против меня и говорит, что я плохая мать. Там с Викой никто не занимается, она никуда не ходит. Вы били ее? Пару раз ударил за ребенка. Она выставила ее в подъезд и закрыла двери. Ты сейчас что сидишь, сочиняешь-то? Полиция приезжала, соседи подтвердили. Ты ее бил. Я вот тебя вообще впервые вижу. Ну, ты меня впервые видишь, по телефону ты со мной разговаривал. Сергей скучает по ребенку. И что? Он начал выпивать, бить мать. По факту получается, что папаша он никакой. Валентина забегает домой, берет нож и просто за нами бежит. Догнала или нет? Нет. Медленно бегаю. Мы побежали. Валя, что ты тут сидишь, чешешь? Че? Сейчас я тебе скажу, то, что ты, мама, вообще ноль. После чего ты так решил-то, что я ноль? Ну-ка, Щас поясни-ка. узнаю, Так щас. давай. Так вы говорите, что вы пугаете-то?